Доброе утро, друзья! Утром вышла на балкон показать вам коровок, которые у нас тут теперь колокольчиками звенят. Два стада, вот тут одно поближе, одно подальше. Не очень хорошо камера, наверное, передает. На улице погода замечательная, не жарко, но солнечно. Собираемся сегодня в воскресенье поехать в Италию за продуктами. Последний раз, наверное, недели 2 назад были. Поэтому уже, в принципе, можно поехать пополнить запасы. На завтрак у нас сегодня рисовая каша с тыквой. Вчера соседи нас угостили вот такими 2 небольшими тыковками. Я с утра уже сварила кашу рисовую молочную. Остальное тыкву почищу, порежу и уберу в морозилку. Буду потом еще варить каши и что-нибудь еще готовить с тыквой. На второй завтрак пожарила яйца, тут кусочки картошки и шампиньон. Остался один помидор, надо доесть, хлеб пекла, надо порезать. И нарезка, все, что от нее осталось. Ну, чай будем пить. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Едем мы с Витей в Италию. Но сначала заедем сюда на парковку, выбросим мусор. Обычный такой, который бытовой, который не сортируется. Там за кустиком бак. А туда нужно выбросить мусор. Мусор должен быть запакован в специальный мешок. В каждом кантоне свой пакет и свой цвет пакета. У нас в Гриджоне желтые пакеты. Приехали мы в Беннет, взяли тачку. Вокруг номера швейцарские, итальянцев не вижу. Вот так мы сегодня закупились. Вроде немного, далеко не полная корзина, но уже 90 франков. Много брала мяса, потому что хочу делать заготовки. Через неделю у Анюты начинается занятие в университете, у Ксюши онлайн, а у Вити еще будет рабочие суббота и воскресенье, потому что у них начинается сбор урожая. Поэтому взяла много мяса, хочу сделать всяких разных заготовок в морозилку. То, что можно освободить от упаковки, я сейчас сразу максимально постараюсь переложить. Перец вот я взвешивала прям поштучно, чтобы пакет не брать. А вот такие вот нарезки всякие, сыры. Ну, по-другому, я не знаю, может быть, и можно со своей тарой приходить, но мне он пишет, что это какие-то биоразлагаемые пакеты. В общем, мы сейчас вот эти все нарезки выкладываем в свои контейнера, и вот этот мусор сразу выбрасываем здесь на парковке в мусорку. Перекусываем прямо в багажнике. Тоже открыла булочки, сделала бутерброды с колбаской, маслинки переложила в пластиковую коробочку. Сейчас покушаем, тоже закроем. Руки помыли, покушали, пойдем погуляем. А вот и коровки наши, соседи новые. Едем, ой-ой-ой, едем домой через поля. Вот они пасутся. А это не корова, это бык. Буду распаковывать покупки. Масло растительное, пачка семечек, масло сливочное, колбаска, пассата томатная. Это эти бублики итальянские, шоколадку швейцарскую купила в Италии. Контейнер с нарезкой. Здесь целая сумка-холодильник с сырыми мясными продуктами, фарш. Вот в этот контейнер, не контейнер, а в пакет переложила из пластикового, выбросила его там. Это тоже стейк такой переложила в такую стеклянную коробочку. Коробку сразу там выбросила. Там рыбка сибас, по-моему, курица на бульон и фарш. Здесь немножко овощей. Песто, перец сладкий, йогурт. Что там внизу, не вижу. Сыр, по-моему. Здесь виноград, один баклажан и здесь маслинки. Сейчас переложу их в стеклянную емкость.
На ужин запекла рыбку. Сибас, по-моему, хотела дораду. Не было почему-то. Пару картошин к ней добавила на гарнир, салат. И из соседского огорода сам салат. И помидорки купили в Италии. Икра баклажанная. Купила тоже в Италии баклажаны, запекла. Перчик один запекла. Ну, виноград это уже на десерт. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Distanza dal fondale? 2 chilometri, precipizio delle Aleutine in 6 Che pervertito! Пришла за грибочками. Они есть, но я поздно пришла. Все уже переростки. В основном. Сейчас еще пройдусь, конечно, дальше. Вон один. Вот этот вроде не сильно старенький. Там еще в траве. Там еще в траве. Еще думала вчера зайти. Думаю, что-то последние разы заходила. Не было грибов. Наверное, ничего не выросло. Не урожай в этом году. Вчера бы пришла, собрала бы молоденьких кучу. Издевательство просто какое-то. Коробку набрала, корзинку набрала. Вот там я еще вижу, но еще не собрала. Вот тут куча под ногами. Вот тут куча под ногами. Уже тут вообще вон под скамейкой. Посмотрите, эти, конечно, уже плохие. Там тоже, ну. И вон какой красивенький. На скамейку уже кучу наложила. Они вот все не заканчиваются и не заканчиваются. Сейчас пойду принесу то, что собрала, корзинку. Где-то вон там бросила коробочку еще с грибами. И сяду, все переберу, чтобы освободить место для новых грибов. Руки вот такие от маслят, ну ничего страшного. Насобирала я кучу маслят, корзинку и коробку. Села на скамеечку, перебираю, потому что уже нет у меня места в корзинке, а грибов еще полно и полно. И я еще даже не все собрала. Вот. Обожаю я это дело. Когда была маленькая, мы ходили с папой вместе. Он родился и вырос в Беларуси, там леса ого-го. И вот в детстве мы приезжали в гости к бабушке и ходили вместе с ним в лес за грибами. Вот она моя сегодняшняя добыча. Штук раз, два, три, 6, по-моему, подберезовиков молоденьких относительно. И остальные маслята. Но маслята уже все почищенные. Вот такие красивенькие подберезовички. То есть, ну, это уже я сразу сейчас промою и буду варить. Это у меня как раз грею вчерашний суп из подберезовиков. Понравился нам почти все, что заготавливала в прошлом году, мы съели из грибов, поэтому подберезовики тоже буду. Вот сушеных много у меня осталось, а такие, которые замораживала, съели почти все. Поэтому эти 6 штучек тоже как раз на одну коробочку сделаю. Отварю, нарежу крупными кусками, шляпку, наверное, пополам. Ложку даже можно целую. Отварю, воду солью и заморожу. А потом зимой уже можно хоть в суп, хоть в жаркое с картошкой, с мясом, куда хочешь, можно будет добавлять, будет вкусно. Коровки наши на месте. Вот они своими этими колокольчиками и день, и ночь дзынькают. Наверное, буду тут еще долго, пока не скушают всю травку на этом поле. Колокольчики эти совершенно не мешают и не раздражают, а даже наоборот создают какую-то идиллию, что ли, альпийскую. Всем доброе утро, друзья! Мы
мы сегодня едем с Витей к врачу. Хорошо, что он выходной. Все потому, что я вчера возвращалась уже, когда из лесу с грибами. Неудачно как-то наступила на камушек, подскользнулась и ударилась коленом. Вчера вроде бы все ничего было. К вечеру начала болеть. Я прикладывала лед. А утром сегодня вижу, что немножко подопухло даже колено. И даже не то, что больно, а неудобно ходить. Оно не очень хорошо сгибается. Сразу часов 8 утра написала доктору. Он сказал, что приезжайте через там час, не, через 2, на 10 часов он нам назначил. Вот. Так что Витя меня везет к доктору. Надеюсь, ничего серьезного. Но я опять-таки в этих вопросах предпочитаю перестраховаться. Пришли мы к доктору. Он нам дал помощника своего практиканта. Сейчас будем УЗИ делать. И, котик, я не поняла, рентген потом или если надо будет рентген? Сейчас будет делать рентген. И рентген, и УЗИ. Так, я поняла.